Всем салют, друзья, это Красава, и сегодня у нас очень необычный выпуск. Я много раз показывал, как устроена раздевалка футбольной команды, но ни разу ни один человек, ни один блогер с камерой в России не заходил в раздевалку к судьям, не показывал, как они готовятся к игре, как они переговариваются между собой во время матча. Так что ловите эксклюзивчик, погнали! Впервые в раздевалке судейской чувак с камерой. Ты когда-нибудь посылал игрока на 3 буквы? Как ты живешь на такой микроскопической лаве? Красава! Привет, 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 привет! Привет. Слушай, я никогда не мог себе представить, что я буду бежать с букетом цветов и спешить к футбольному арбитру навстречу. Я же, как все футболисты, вас недолюбливал. Ну, сейчас все поменяется, я надеюсь. Ты вошла в 2017 году в десятку лучших арбитров женщин по Европейской ассоциации. Да. Откуда тогда негатив? Ну, ты же в десятке лучших в Европе или в мире даже? В мире, да, считается. В мире, да? Ну, откуда? Ну, оттуда. Почему-то много зависти. Думают, что это не наше дело, что варить борщи. Кстати, я не Умеешь, да? Смотри, в Европе очень много и давно уже девушки судят мужской футбол, да, у нас в России пока это все больше похоже на зоопарк, что все тычут пальцем и говорят: ой, блин, круто, забавно, смешно. Сейчас чуть-чуть все-таки меняется к нам отношение и со стороны руководителей. На зимнем сборе сейчас на Кипре дали вообще матч ФНЛ, до этого ПФЛ давали. Молодежное первенство уже, то есть, ну, как бы норм, как короче. Уже норм, да. И тем более ребята, которые в молодежном первенстве, они все-таки более-менее привыкли к этому. Насколько я знаю, ты единственная девушка из России, которая поедет судить чемпионат мира скоро. Не только, еще моя любимая ассистентка Екатерина Курочкина. Все девчонки при расставаниях с парнями едят пончики, знаешь, так в фильмах показывают, там шоколад, пончики, смотрят сериалы. Когда девушка-судья накосячила, она это знает. Что она делает? Независимо, хороший матч, проведенный мной или плохой, я, естественно, стараюсь его посмотреть. Еще раз, я не могу уснуть в этот вечер. Все-таки это большой стресс. Нет, ну я нормальная женщина, я могу и выпить, конечно. Товарищ судья, прошу вас. Спасибо. Подожди, а товарищ же неправильно получается, да? Или как? Почему? Слушай, честно скажи, ты тапки взяла, чтобы я их зарядил тебе? Да, только это будет позже. Сава заряжает тапки даже судьям. Здрасте, опустите меня. Да, фотограф личный. Андрей, все нормально? Вообще. Андрей серьезный охранник. Да, серьезный, да. Перед тем, как мы пойдем в раздевалку, вопрос, который меня очень сильно волновал всегда. Вот когда девушки и мужчины судят один матч вместе, они как переодеваются? В раздельных раздевалках или в одной? Ну, вообще, по регламенту сейчас предусматривают, чтобы были разные раздевалки. Но для меня и для ребят не проблема. Мы просто, как-то по отдельности переодеваемся, например. То есть мужчины выходят? Ну, либо выходят, либо там, я не знаю, мы в душевую можем с девочкой, с Екатериной обычно в душевую уходим, переоденем именно те вещи, которые... То есть стоя в душевой? В душевой или в дополнительно какой-то комнате. Но это не проблема. То есть пока вы там в душевой мучитесь, мужики сидят такие. Вау. Нам переодеться на минуту. То есть в одной раздевалке все? Да, пока, да? Да. Ладно, все окей. начинается в одной раздевалке. Но не сейчас. Да, конечно. Класс. Какая форма? Давай, заходи. Расскажи, как вообще судьи готовятся к играм, потому что как готовятся футболисты, понятно, командные тренировки, как у вас этого нет, как вы готовитесь? У меня один день выходной в неделю. То есть у вас есть все-таки командные тренировки, и ты индивидуально занимаешься с тренером? Индивидуально с тренером обязательно, потому что мне нужно и сила нужна, мне нужно и актив рекавери, так сказать, бассейн, сауна и так далее. High-intensity тренировки обязательно раз в неделю, и спринты, спринты, к сожалению, сейчас зима, жду, когда растает, на улице, в лесу, люди оборачиваются, бегут. Что у тебя с глазом, кстати? Тебя ударил кто-то? Нет, это перенапряжение. Точно, да? Самый гневный комментарий, который тебе написали? Была игра, у меня сборная Голландии с Ирландией сыграли 0-0. Хорошо, они вышли на чемпионат мира, но была сложный матч, не поставила я там 11-метровый удар, и мне в Фейсбуке посыпались, как раз я заблокировала, что типа только попробуй приехать к нам в Амстердам, мы тебя там убьем. И так далее. Круто, ничего себе, офигеть. Я думал, так только в Тобольске, оказывается.
Подожди, я сейчас проверю. Опа, и у меня тоже есть. Говорят, мертвый не пойдет. Это я про себя, не про тебя. Хорошо. Нормально, да? А кто выстраивает те программы? Ну, на самом деле, благодаря тому, что я арбитр FIFA, нам высылают ежемесячные тренировки, прям расписаны. Единственное, может варьироваться от дня, когда у тебя игра. То есть, там, если в воскресенье игра, то, соответственно, в субботу ты должен сделать, поскоростить немножко. Ну, то есть, и иногда бывает 2 игры в неделю. Смотри, ты впахиваешь, у тебя есть тренировки, у тебя есть игры, у тебя есть специальная программа. Сколько ты получаешь за матч? Прости за такой вопрос, мне очень удобно. Есть какая-то сумма, можешь сказать? За женский матч я получаю 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей минус налоги, 13, да? 13 с небольшим. А сколько матчей в месяц? Бывает и 1, бывает 2. Как ты на 15 тысяч живешь? У тебя есть какая-то еще параллельная К работа? сожалению, нет. То есть ты лучшая девушка, судья в России, и ты зарабатываешь иногда 15 тысяч в месяц? Но на самом деле, я, конечно же, очень хотелось бы, если изменилась эта ситуация и нам подняли зарплату. Но я готова даже, просто дайте мне побольше матчей, потому что мне они очень нужны. Я готова просто работать. Обычно судьи обижаются на самую, мне кажется, древнюю кричалку в мире: судья 3-2 раз. Мне не обидно. Что девушкам кричат? Типа... Ну, вот это самое последнее, там у судьи есть муж, а быть может 2. И там, на самом деле, вот болельщики кричат, но так как у нас сейчас коммуникация, я иногда не то, что не слышу, мне все равно, правда, потому что я занята, я сконцентрирована, мне нужна информация от ассистентов. Если им так нравится, пусть кричат. Ну, главное, маму, папу не трогать, потому что, ну, реально это обидно. Не, короче, я дрова вообще. Слушай, у меня дыхание сбилось, на самом деле. Это я еще делаю, ребят, я делаю процентов сколько? 60, да, то, что делаешь 40. ты? Ну ладно, 60, да. Красава! Красава! Это правда, что тебе иногда снятся сны, когда ты забываешь дома карточки, ты выходишь на поле, а вместо тебя кто-то судит? Да, причем в разных немножко интерпретациях. Хоть раз забывала что-нибудь вообще на игру, например? Я вот бутсы забывал на тренировку один раз, на предыгровую, и брал у партнера по команде. Это нереально забыть, потому что у меня 2, 3, 4, 5 карточек, из них 2 красные, 2 свистка, 2 часов, 2 ручки. Когда в российской премьер-лиге на поле судить выйдет девушка? Когда ты апгрейдишь мои тапки. А, точно, ты для этого тапки взяла, да? Только для этого. Я в душ без тапок хожу. То есть пока ты в них не походишь, я их не одену. То есть смотри, я надеваю тапки, у меня футболисты забивают. Ты хочешь, чтобы я надел твои, и ты дебютировал в премьер-лиге? Естественно. А когда это примерно теоретически возможно? Как ты думаешь, по твоим прогнозам? Александр Анатольевич. Я понял. Так, друзья, в следующий раз подумайте, кричать ли судья 3-2 раз? Кричите, не могу. 38-й уже. Так, исторический момент. Короче, заряжаем на премьер-лигу. Да. Раз, два, три, премьер-лига, приди. Ё-моё. Ребята, это только раз. Женские вещи я только раз одел. Да, ты судья. Какой у нас лимит времени? Год, 2? А, кстати, неплохой у меня будет возраст. Давай 2. 2. Бомба, все. Пока тренируемся на кошечках. Да, тапки зарядились. Красава! Сегодня я расскажу вам, что футбол без музыки практически невозможен. Когда я был маленьким, мой папа играл в рок-группе Эльфы, и у меня есть фотка, где я уже в 10 месяцев сижу в наушниках и слушаю музыку. С тех пор мало что изменилось. Когда я играл в Тульском Арсенале, мой сосед по комнате на базе говорил: Сава, ты все время поешь или все время слушаешь музыку? Правда, в другом моем футбольном клубе в Тюмени любовь к музыке мощно срикошетила по моим футбольным перспективам. Именно в этой команде я отвечал за музло в раздевалке, и зачастую это была группа Ленинград, песня «Прощай, пи***бол, не скучай, смотри футбол». Как я узнал позже, главный тренер моей команды очень сильно обижался, думая, что эта песня адресована ему. И он меня просто зачехлил. Я по-прежнему слушаю музыку каждый день, в этом плане ничего не изменилось. Поэтому приложение Яндекс.Музыка одно из главных на моем телефоне. Если у вас оно еще не скачано, то в ближайшие 1,5 месяца самое время, чтобы это исправить. До 31
1 мая на Яндекс.Музыке проходит акция, где ежемесячную подписку можно оформить за 99 рублей вместо 169. Эта подписка дает доступ ко всем трекам в высоком качестве и без рекламы, а 99 треков вы можете сохранить офлайн и слушать абсолютно везде. Яндекс.Музыка за 99 рублей в месяц — это доступ к музыке онлайн без ограничений. Слушаем. А еще там есть умные и очень удобные плейлисты, которые подбирают музыку по вашим вкусам и предпочтениям. Переходим по ссылке в описании, оформляем подписку на Яндекс.Музыку за 99 рублей в месяц и наслаждаемся мощным музлом без ограничений. А мы двигаемся дальше. Привет! Ух ты, ничего себе! Ну что ты, как тебе перед ответственной игрой настроение? Нормально? Да, волнительно. Так, стоп, давай сразу людям объясним. Ты мне совсем недавно рассказывала про 15 тысяч зарплату, но... Минус 13%. Минус 13%. Но сегодня я приезжаю вот в этот вот дом, там стоит Мерседес, здесь стоит красивая собака. Чье это, скажи мне, это твое или нет? Вот это мое. Так, это твое, да? Вот то мое. Так. Больше ничего не мое. А дом не твой, а дом чей? Нет, дом сестры, просто сейчас она в отъезде. Ага. И мы с мамой присматриваем за хозяйством. Мама, кстати, как переживает? Ты вообще рассказываешь, что тебя там часто ругают где-нибудь в интернете, там еще что-нибудь? Не, я это не рассказываю. Как Барбоса зовут? Это девочка? Блейд, мальчик. Дай лапу. Ух ты, все, ладно, Блейд. Дай 5. Да. Ну ты мой красивый. Красавчик. Давай, ладно, рассказывай, как готовятся судьи в день игры. Ну, у нас время еще есть. Сейчас выпить даже кофе. Так. Это обязательно. Во сколько ты проснулась сегодня? Как обычно, в 7:30 у меня подъем, потому что мне надо с ним гулять. Мне глобально интересно, как судьи готовятся к игре. Значит, смотри, сумка у меня практически собрана. Давай пороемся в твоей сумке и посмотрим, что у тебя есть. Так, эти тапочки знакомые мне уже. Мы их заряжали на Премьер-лигу, поэтому сегодня Насте второй матч в ПФЛ. Она будет судить мужчин. Здрасте. Здрасте. Это моя мама, Ирина Борисовна. Ирина Борисовна, Настя судья. Вы знаете, что ее часто ругают и хамят? Да не только мужики. Девочки тоже, да? Когда с девочками тоже бывают ситуации. Спорт? Не хочется вам прибежать куда-нибудь на поле и сказать: вы гады? Нет. У меня другой подход. Я работаю с дочерью, а не с мужиками. Все правильно. Это их проблема, да? Потому что они Конечно, хулиганы. это их проблема. Все понятно. Абсолютно правильно. Какой симпатичный корреспондент. Я корреспондент. Так меня еще никто не называл. Я переименовываю канал из красавы в симпатичного корреспондента. Форма. Так, хорошо. 3 цвета. Сегодня у нас будет, скорее всего, мы будем в черный. Подожди, это не заранее определяется? Мы сейчас приедем, у нас будет достаточно... Совещание будет, да? Да, будет достаточно времени, мы посмотрим, что по цветам. Это коммуникация, мы будем по ней разговаривать. Книжка зачем? Это правила на английском и на русском. Ты же знаешь правила, наверное. Делаю вид, что я не знаю. Обувь, спрей, это Это вот эта штука, когда... Да. Это все мои судейские дела, карточки, свистки, манометры, все, вот здесь все самое такое ценное для гигиены, там всякие гели. А у тебя сегодня в бригаде мужики? Нет, у меня сегодня моя ассистентка Катя, с кем мы поедем на чемпионат мира. Это еще один гаджет GPS. Обязательно запасные гетры, запасные шорты. Обязательно, если вдруг порвется. Штаны, ветровка, кофта. Это на разметку. Это как раз для GPS, вот эта вот майка, которая футбики одевают. То есть у меня будет Polar, часы и GPS, который рассчитает скорость. Каждую тренировку мы отправляем в UEFA и FIFA. Прям каждую тренировку? Да. Дом Форд. Посмотри, как аккуратненько все сразу чувствуется, да, девушка, не то, что там мужиков ногой толкнул, причем у тебя все в пакетиках, я видел. Да, только вот эта верхняя разминочная, она не в пакетиках, потому что оно сейчас будет сразу... Ты накануне игры собираешься или сегодня утром? Сегодня утром я только майку, потому что я только вчера прилетела из Дохи. У нас был очередной сбор, посвященный чемпионату мира, мы там, кстати, судили с варами. То есть все, уже вар будет, да? Да, все. Вот как-то вот так вот. Все, сумка готова. Флаги у меня ассистент привозит. Все, вот как вот так. Класс. Налегке. Ну, так, относительно налегке, на самом-то деле. Кофе? Круто. Кофе, да. А я буду без молока. Первый матч, который ты судила... Это был дубль
ЦСКА «Локомотив». ЦСКА «Локомотив». Я знаю, что в первом же матче ты показала за мат в свой адрес красную карточку парню. Ты помнишь, кто это был? Я не помню фамилию, имя. Я помню, что мои уши просто не смогли это простить, хотя я, в принципе, достаточно лояльный человек. То есть, иногда тоже могу выругнуться, да, там, в обычной жизни. Но когда он был, можно сказать, взбешен моим решением и оскорбил, ладно, меня оскорбил, но начал оскорблять маму и папу, Ирина Борисовна, я в обид не дам. Вот, поэтому мне ничего не оставалось делать и сказала, что сам такой. И красную карточку, да? А после игры он подошел, извинился или забил? Нет, он не подходил. После игры он в соцсеть мне написал, но я проигнорировала его ответ, потому что, смысл мне с ним вступать в разговоры, когда, это очевидно. То есть, получается, он написал в соцсеть, там, не извини, прости, там, я... Нет, он, давай что делать, за что ты меня удалил, камон, я там молодежка, у меня будущее у меня там решается. А мне так хочется сказать, ты еще пока даже не заиграл. Он заиграл уже или нет? Я не знаю, даже не... Я найду этого чувака, я вам скажу, заиграл ли этот хам или нет. Если он заиграл, тогда я надеюсь, что это его была первая и последняя. Карточка. Давай посмотрим, что в холодильнике. Не надо! А почему? Потому что... Давай, открой! Открой! А что такого-то? Он пустой. Я только прилетела. Ну и классно, что ты пустой. Я наоборот думал, тут сейчас оливье, пельмени, блины. Нет, смотри, ты... Яйца обязательно. Да. У меня сегодня бульончик куриный. Мама сделала домашнюю лапшу. Ты же знаешь, спортсменам надо углеводов. Да, я про это и хотел спросить. У судей и у футболистов чем-то отличается вообще рацион? Или я думаю, что похож точно. Блинчик будешь? Не-не-не, спасибо, я на диете. Мне нельзя. А я съем. Это углеводы. Обязательно. Сколько ты максимально бегала за игру? 10 вместе с разминкой, 10 километров. Это, в принципе, достаточно много. То есть это серьезно. Футболисты же, они же зонами играют. Естественно, нападающий, понятно, куда он опустится до центрального клуба. Но самое прикольное, что Лапочкин во время матча пробежал там условных 15 километров. И после игры он бегал от руководства телека. Ты слышала же эту историю, да, что его там хотели расчленить? Когда у девушек, прости за такой вопрос, критические дни. Надо бегать много. Надо бегать много, как футболисты. Но дни бывают такие, когда ничего делать не хочется. В этот момент матчи отменяются. Как это вообще происходит? Да, конечно, ага. Нифига? У меня особенность, к сожалению, достаточно такая болезненная. Я с таблетками прям у меня, если... Прям на таблетосах выходишь играть? Таблетос, да. Неважно. Игра, нормативы, перерыв. Вообще не... Все, у тебя сегодня матч. Давай. Круто. Таблеточку. А что делать? А хотелось кого-нибудь убить футболиста на поле в такой день? Нет, обычно, слава богу, нормально, да? Без болезней. Вспомни свой самый сложный матч в карьере. Чемпионат Европы 2017 года. Швейцария против Исландии. 6-я минута, надо было удалять игрока. Я показала желтую. Момент этот очень долго был в обучающих клипах, поэтому... Как не надо делать? Нет, именно момент, что это красное удаление. Ага. Да. Не то, что не надо. Да, я не удалила. На самом деле было мне тяжело, потому что она сыграла в мяч. Сначала она играет в мяч, потом в игрока, да, в опасную зону в области живота, шипы, все там было, да, по ощущению и по восприятию не подсказывает. У меня было полное ощущение, что желтую карточку надо было показывать, что я и сделала. А есть ритуал какой-нибудь у тебя перед выходом на игру, чтобы все хорошо было? Не, мы в раздевалке присаживаемся, молчим, я там чуть-чуть пару слов говорю и... Ага. А бывало так, что, например, тебе дают в бригаду, то есть там же, получается, ты главный арбитр и 2 помощника, да? И резервный, да. Бывает так, что нельзя какие-то конфликты или прям, что-нибудь чудит у тебя, например, либо помощник, либо кто-то еще? Бывает, допустим, если не сильно опытный ассистент может что-то не увидеть, не помочь. Самое обычное действие, когда мяч уходит в аут. И у меня ассистенты, кто со мной уже постоянно, на меня даже не смотрят, не спрашивают, очевидно, аут, там, показали в сторону, играем. А есть, которые нужно переспросить, ой, а точно в ту сторону? То есть это по неопытности. Люблю, когда мне все-таки помогает, даже если я правильно там назначаю штрафной удар, люблю, чтобы был у нас постоянно такой контакт, да, молодец, там, да, или там, ой, посмотри, там, подумай, может быть, все-таки был фол. То есть мы успеваем переговорить, и мне это нравится. Лежать. Хорошо. Давай, кувырок. Давай. Да, молодец, браво. Поворот. Да, умница. 5. Да, другую. Да. Сегодня на футбольном поле также у тебя команды будут слушаться, как думаешь?
Очень на это надеюсь. Ну, мы с ними еще поговорим. Ну сейчас часто грубят, да, мужики? Ну, не то, что грубят, не слушаются. Воспринимают, как будто вот, реально мы враги и так далее. Мы абсолютно ни на что не претендуем, мы просто делаем свое любимое дело. Вот, я судила Алгарв Кап. Кстати, второй год подряд меня с Катей назначают на финал. Катя такая Сюрина, которая? Я не пойму, что вы привязались к ней. Нет, Курочкина. Костюнина – это выдуманный персонаж. В смысле, почему? Она ничего не судья, разве? Нет, она судья, но она не такого уровня. Просто ее сделали, чтобы было медийное лицо. Но она не судья. Она ни разу не была с нами на сборах. Она, когда была у меня резервной в том году, я у нее спросила, сколько правил футбольных. Так. Ну, человек даже не знает, сколько. У нее там под 100 тысяч подписчиков в Инстаграм, она там вся в бикини, у нее везде фотографии поп. Тебя не бесит, что какой-то псевдосудья там более медийная и популярная, чем человек, который поедет на чемпионат мира? Ну, на самом деле у нее попы тоже фотошопенные, то есть она вот такая на самом деле. Да! Да. А почему мне должно обидно? Я же не соревнуюсь в выставлениях попы и не поп. Ну, понятно, все равно как бы страна должна знать своих героев, а тут Ну, понимаешь, стране наоборот нужен вот это вот желтуха. Грязь, да? Да, даешь вот этой сисечки. Сисечки. Это те тапки, которые я заряжал? Нет, те в этом. Мои это вторые. Ребята, прикиньте, собака настолько умная, что она видела мои выпуски про тапки, и она тоже их принесла, чтобы я их зарядил. А на что заряжать-то? Че ему надо? Че тебе надо? Ему ничего не надо. Ладно, родной, давай. Майя, ему все равно, да? Главное, скажи, что ты рядом. Держи, все, тапки заряжены. Забирай. На, неси. Да. Да, молодец. Че ты здесь смотришь? Матчи смотрела сегодня какие-нибудь? Да, и готовилась, просматривала. Ну, в принципе, Чертанова я видела еще в том году, ну и знаю, что они молодая команда, поэтому сейчас ребята будут такие. Заряжены, да? Я думаю, да, и тем более мы же играем на маленьком стадионе, там мяч особо не выйдет, то есть они меня сегодня будут гонять. Гонять, да? Ну смотри, Чертанова на последнем месте, Казанка борется за ФНЛ, правильно? Насколько я помню? Да, ну пожалуйста. Боритесь. Казанка, если они сильнее, да, могут иметь много шансов и не забивать, начинает нервничать, начинает фалить. Я готовлюсь как к обычному рядовому матчу. Единственное, почему для меня немножко он тяжелее, потому что играют молодые ребята, скорости, техника повыше все-таки, чем у девчонок. Ну, не повыше, а выше. Все, спасибо, до свидания. Очень приятно познакомиться. Аналогично. Да. Петюня, вот тоже удачи. Так, понятно, дом сестры. Тачка твоя? Тачка моя. Где взяла? У меня все машины были в кредит куплены. Я честно заработала. Честно. Слушайте, даже в машине аккуратно все. Ну как аккуратно, вот винишко. Слушай, какие сюси-пуси у тебя здесь, а? Это Джордан, Иордания, а это из Уругвая, чемпионат мира. Судья, все четенько, все по правилам, даже игрушки в машине пристегнуты. Оба! Я специально помониторил, сколько было скандалов, связанных с женским судейством за 15 лет в мире. Я нарыл 3. Тренер домогался до лайнсмана. Главного арбитра девушку за грудь потрогали там, в Германии. Бибиана, да. Да. То, короче, девушка в Германии там отдала пас голевой и засчитала гол. Это вот, она же. Я не нашел ни одного скандала, когда девушки-судье занесли лаве, и она преднамеренно ошиблась. Девушки-арбитры. Они что, взятки не берут? Начнем с того, что хотя бы давали бы сначала. Мы, наверное, не вызываем у них доверие, чтобы что-то давать, предлагать. Девчонки-арбитры честнее, чем мужчины-арбитры. Ну, по крайней мере, я считаю, что все должно быть по-честному. Сколько тебе сегодня за игру заплатят? А давай подождем, мне придет смс, и я тебе покажу. А бензина не оплачивают? Потому что мы сейчас пока доедем, ты там из этих своих 13 тысяч, там 3 тысячи на бензин. Нет, 13 тысяч это за молодежное первенство и за женский чемпионат. Здесь меньше, если я не ошибаюсь, здесь, по-моему, 9. Тут еще меньше. Это ПФЛ. Меньше? Это ПФЛ, детка. Футболисты часто перед матчами слушают музло, какое-нибудь там мотивирующее, по дороге на матч, в автобусе, в раздевалке. А ты перед игрой что-то слушаешь? Слушаю что-нибудь такое поживее, такой какой-нибудь рэпчик, там, Тимати можно, такого что-нибудь там, мотивирующее, да. Тимати, мы узнали, что у Тимати есть мотивирующая песня. Поверните направо.
Почему Дзюба у тебя в навигаторе? Скажи мне. После чемпионата мира я его решила поставить. Ну а что, очень позитивный настрой был. Кто самый крутой футболист в сборной, по твоему мнению? Акинфеев, ну сейчас Дзюба. Акинфеев, Дзюба, Саламыч, короче. Саламыч, Акинфеев, Дзюба. Окей. Настя, смотри, ты играла в женский футбол, правильно? Мне девчонки из команды «Звезда» в Перми рассказывали, что 80% футболисток лесбиянки. Что даже парами переходят из команды в команду. Вот скажи мне, ну, во-первых, это правда или нет? Можешь не отвечать. Если... Не, ну почему нет? Сейчас 21 век, в сборной Америки у них вообще была поддержка ЛГБТ, как она группа называется? Я не знаю. Они сделали номера себе на футболках радуга, цвета радуги, капитанская повязка. Вот, причем там даже был немножко один скандал. Темнокожий игрок отказалась пока играть, выступать за сборную, потому что, ну, как бы по ее вере, она говорит, невозможно. Невозможно играть вместе с... Ну, она не поддерживает, да, она говорит, я не буду одевать форму с номером таким. Швеция очень тоже толерантна, и капитан выходит постоянно с такой повязкой. В правда России или нет? Это правда или нет? 80% лесбиянок. Я не знаю, сколько процентов, но это правда. И то, что парами переходит из команды в команду. Ну, бывает. Среди девушек-судей ты хоть раз видела девчонок-лесбиянок? За рубежом мексиканка. Она всем говорит, что это моя жена. Они даже на матч приходили, она всем знакомит, говорит, это моя жена. Вау! То есть, подожди, девушка-мексиканка, она как бы типа мужчина, и у нее есть жена. Я не уверена, кто из них мужчина, кто женщина. Я думаю, что та тоже говорит, это моя жена. Я понял. Я понял. Да. Ну, то есть две жены просто. Есть два мужа, а есть две жены. Футболисты мандраж испытывают перед матчами. Ты как, волнуешься немного, нет? Да. Почему немного? Много. Но когда начинаешь игру, даешь свисток, уже, конечно. Уже все, да? Да, уже. Сильно ругаешься, когда судишь? А где раздевалка судей? Не подскажете? Давайте помогу. Не надо. Точно? Абсолютно. Это у тебя типа традиция? Или... Твоя ваша не занята. Вот так, когда я предложил, вы видели. Ух ты. Анастасия, welcome. Very welcome. Ну что, исторический момент. Впервые в раздевалке судейской. Чувак с камерой. Раздевалочка маленькая, полотенчики, водичка. Программ. Это что такое? Протокол. Протокол. А что сейчас здесь? Вот. Ух ты, У меня круто. все заполнено уже. Столовый этого. Курочки. То есть на поле будет две девчонки, один мужчина, да? Да. Ах, сбылась мечта рефери. Он один и две девчонки на поле. А что это такого здесь? Кушай, бутербродики. Блин, еще на халяву поем сегодня. Казанка на 3 очка отстает от текстильщика. По идее, сегодня им нужна только победа, правильно? Ну, Чертанова что-то совсем слабо. Что такое, контракт? Да. Бабки. Вот, видишь, 12. Но еще это, да? 13%. Да. Вы читаете. 10440. 10440. Слушай, такое ощущение, что бумаг было больше, чем денег заплатить. Настя. Да. Ну вот смотри, душ один, туалет один, комната одна, две девчонки, два мужика, правильно? Да. А как вы будете переодеваться? Ну вот расскажи мне технически. Мы можем с Екатериной занять Душ? душевую, да, быстро переодеться, но Да. только, ну, то, что очень Интимные места. интимные места переодеть, и все, а дальше мы ходим в тапочках. Ну вот смотри, есть два мужика. Душевая, я сейчас просто покажу, она маленькая и темная. Че, они не могут выйти сами? Ну вот что, вот вы вот сюда зашли, вот прикинь, вот вы сюда зашли, и вот здесь вдвоем типа по-быстряку переодеваетесь? Да. В этот момент мужчины себя вообще мужчинами чувствуют? Как в бане, все равны, да. Объясни мне, как ты живешь на такой микроскопической лаве? Так как я международный арбитр, меня немножечко спасают Спасают международные матчи, потому что оплата там другая, там самолет, отель, проживание, питание, ты ничего не тратишь, только приехал, уехал, отсудил, еще за это тебе заплатят. То есть этим, да, если не быть международным арбитром, я не представляю, как девчонки Живут, да? Ну вообще не могу представить, потому что, ну вот 10 тысяч, я завтра поеду в магазин, куплю продукты, заправлю машину, все. Да. Я насколько знаю, что судьи мужчины, они находятся в штате, ну то есть на контрактах в РФС, да? Да, судьи премьер-лиги, у них есть договор с Российским футбольным союзом, и они ежемесячно получают
определенную сумму, то есть эти деньги уходят на восстановление, если, не дай бог, травма, на массажи, на тренировочный процесс. Ну, какой-то запас денежный есть, то есть они не отвлекаются. То есть, Ну, какая-то сумма примерно, ты можешь ее назвать или это? Ну, если я не ошибаюсь, информация? нет, если я не ошибаюсь, по-моему, это 30 тысяч рублей, но опять же минус, ну, наверное, около 27. Ну, это помимо матчей просто вот такая база, Это да? просто, да, если, вот, ну, зимой, а что мы делаем зимой? Команда на сборах. Ну да. Чемпионат нет. То есть получается, когда команда на сборах, когда у тебя нет европейских матчей, то есть ты можешь, допустим, 5 месяцев ничего не получать. Ну, так оно и есть. Ёпарасоте, как ты живешь? Ну вот, кручусь, верчусь. А девушки не находятся на контракте в РФС, потому что они не судят премьер-лигу. Нет, потому что у нас нету такого, что судья это, ну, мы профессионалы. И ты входила в десятку лучших девушек-рефери в мире. Ты едешь представлять нашу страну на чемпионат мира среди женщин, и ты ни в штате, ни в РФС, нигде, ничего тебе нигде не платят? Нет. Вы, конечно, извините, я вас очень люблю, но, по-моему, это как-то неправильно. 27 тысяч рублей. А сколько это у вас девчонок там? Но если международных, то 4 по-моему, да. главных, 4 ассистента. Ну, вот я думаю, что могут себе позволить, наверное. Это баллоны для всех? Нет, только для меня и запасной для резервного. Если вдруг у меня закончится. Ну, забыл. Пришел в судейскую и насрал. Я думаю, это мечтает сделать каждый футболист на самом деле. Слушай, а у тебя гарнитура для всех? То есть ты заведуешь гарнитурой, да? А почему так? Потому что мне ее выдавала УЕФА. Ага. То есть это не моя личная гарнитура. Она на секундочку стоит 7 тысяч. 7 тысяч евро. Давай проверим. Давай. На, держи. Ух ты. У меня сейчас слуха так прям. Ну, вот ты сейчас ассистент. Я сейчас ассистент. Да. Давай. Да. Ой, я тебя слышу. Поднимай, вне игры. О! Так хорошо слышно прям, да? А скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь посылала игрока на 3 буквы? Ну, если он меня посылает, и есть возможность его. Ну, бывало такое. Ну, а как? И чем все заканчивалось? Ну, просто потом могли посмеяться после игры. То есть, иди на. Потом, Сама да, ладно, все классно, все круто. Давно не виделись. Здрасте, Женя. Екатерина. Очень приятно. Да, очень приятно. Ну что, как настрой? Да все отлично. Вполне. Здравствуйте. Здрасте. Кофеек есть у вас? Рефери нельзя заходить, серьезная подготовка Хотел идет. кофейку подрезать его. Вы футбольную терминологию обсуждали с Евгением? Что нельзя говорить боковой? Помощник. Ты лучше Да, объяснишь, да. помощник или ассистент. И не флажок, а флаг. Флажок это такой. Вы тоже мечтаете о премьер-лиге? Ну, пожалуй, было бы Да? неплохо. Когда это произойдет в России? Боюсь, что я к этому моменту уже завершу карьеру свою. Не, и пока не дадут премьер-лигу, не закончу. Начнем с того, что сегодня у нас встречается лидер и не лидер. Чертанова команда молодая, поэтому я вас попрошу построже с первых минут именно вот по вводу мяча, потому что они все хитрят. Если вдруг не знаем от кого, ну бывает много рикошетов, давайте в пользу защиты, чтобы не придумывать, не дай бог, забьют еще гол, и особенно касается углового, не углового. Лучше ошибиться, но назначить удар от ворот. Все очень слышно, особенно камера, где снимает, будет трансляция. Если ребята начинают выражаться нецензурно и достаточно громко, тоже помоги. В тот раз, матч у нас когда был, инспектор сделал замечание нам всем. В случае безответственного поведения кого-то из официальных лиц, сначала пробуешь с ними договориться, успокоить. Не получается, подзываешь меня во время остановки игры. Я стараюсь также их успокоить. Третий раз уже пойдет на противоположную трибуну тогда. Полный хронометраж матча ведешь, записываешь время показа желтых, не дай бог, красный. Если есть возможность оценить за что, я либо дам тебе информацию, если это очевидно срыв перспективной атаки, пожалуйста, запиши, чтобы потом мы долго не вспоминали. Голы, минуты я не записываю, соответственно, пожалуйста, это обязательно на тебе. Если я показываю вторую желтую карточку и забываю, такого не было, ну, кто знает. Мне напомнить до возобновления игры, можете даже использовать жесткий подсказ, ну, мол, что типа, давай-ка соберись. Кровотечение, не дай бог, но кровь у нас должна быть остановлена, на футболках, на шортах ее не должно быть, пусть либо застирывают, либо меняют уже экипировку. Обычно за 2-3 минуты я тебе дам информацию по поводу, сколько добавлю. Во втором тайме я тебя попрошу точно мне сказать, сколько было остановок, сколько было замен, чтобы мы правильно
добавили не меньше, не больше, потому что сейчас тенденция пошла, что очень много мячей в дополнительное время. 100% помощь мне нужна с наступанием, потому что очень тяжело видеть, особенно когда в динамике. Я буду стараться быть рядом, я буду стараться тоже попробовать это увидеть, но мне нужна информация. Если вы мне скажете, блин, что-то я не очень уверен или уверена, да, нет. Мы принимаем решение, потом уже после игры с инспектором смотрим повтор. В 100% ситуациях, я имею в виду, что нужно назначать 11-метровый удар, пожалуйста, помогайте, говорите. Это еще даже лучше, когда у нас наше мнение не то, что совпадает, а вы мне еще даете еще больше уверенности назначать 11-метровый удар. Кать, да, одна небольшая деталь. Если вдруг ты будешь чувствовать, что, допустим, я даю штрафных много, да, возьми чуть-чуть. Да, чуть-чуть, там пару моментов можешь через флаг, чтобы они понимали, что это не только я. Работаем как обычно, получаем удовольствие и работаем. Так, что там, составы, да? Слушайте, ну круто. Если честно, я сейчас очень много нового узнал. Настя, сколько раз в эту дверь забегал руководитель клуба и орал: что ты делаешь, сука? Только один раз, но это был женский чемпионат, 11-метровый назначила, но это не тренер, а начальник команды просто был. Ну так, забежал, достаточно эмоционально начал спрашивать, но я ему все спокойно объяснила. Потом... Объяснила или показала? Нет, они уже сами смотрели, потому что команда снимает тоже матчи. Такого прям, что... Ужаса не было. Убью, да, зарыжу. Зарыжу. Опа! Че, не успел? Ё-моё! Настя! Да подожди. Ну чё ты? Покажи присуху. Ну ничего. Кстати, кто самый безумный по музыке среди судей? Те, кто металл слушают, Сергей Геннадьевич Карасев. Юрий Баскаков был очень по этой теме тоже. Да? Сергей Геннадьевич. Ё-моё. Нервничаешь? У меня, кстати, была одна красная карточка, за что меня Слуцкий на $5000 оштрафовал. Я послал. Если послал, так сорян. Смотрите на этот грозный взгляд. Максимальная концентрация. Слушайте, а есть у судей, например, фан-группировки? Я вот знаю, у Пьер Луиджи Калины, по-моему, есть. Я думаю, что у Бибианы Штайнхаус. Бибиана, 100%, да. Это вот эта, которая голевушку отдала? И за это потрогали, за сисю. И за сисю тоже ее трогали, да? Это было... Когда-нибудь футболисты на поле приставали к тебе, ну трогали прям откровенно? Ну прям условно говоря, бежит так, опа, извините. Там. Не-не-не, такого нет, просто случайно бывало, там столкнешься. Не-не-не. Серьезно, да? Серьезно. Я убегаю. Катя, тебя? Ну, хорошо. А тебя? В футболе нет. На телеке, да, конечно. Ну, это ж проходной билет на телек, это когда за попу потрогали. Слушай, монетка, а ее можно трогать? Точно? Давай прорепетируем. А я на пол кидаю. Я косорукая. Она падает. Ну, здесь, потому что на самом деле это тренируется. Ну, то есть вот Ну, так. подай-ка попробуй. А, класс, да? Давай, будет удаление или нет сегодня? Иди. Не будет. Все, ладно, забирай. Я говорю. Судьи с охранниками ходят. Коммуникация не Она съезжает потом вот сюда. Ну, вообще, вот как голенькие ручки хорошо. Девушки сегодня судят, ты знаешь, да? Главный Мы арбитр уже судья. проинструктировали ребят по этому поводу. Короче, смотри, Все корректно. если она реально накосячит, ты будешь на нее матом орать? Я никогда, ты что? Точно? Нет. Обещаешь мне? 100%. Вот это тренер. До матча
матча остается буквально, наверное, полчаса. Команды разминаются, судьи тоже разминаются. Я разминаю ухо, потому что мне дадут наушники, и я все буду слышать, точнее буду записывать для вас, что говорят судьи. Это сейчас они себя контролируют, но потом, когда начнется жаркий матч, а он в любом случае будет жарким, потому что играют молодые пацаны, говорят, там будет очень много мата. Я надеюсь, что именно так и будет, мы его запикаем, но самое главное передать максимум эмоций и максимум накала, который происходит в профессиональном футболе, непосредственно связанное с арбитрами. Цвет настроения черный, это про рефери. Если они девчонки судят, как вообще лучше, судьями мужиками или судьями бабами? Мужиками. Мужиками, да, почему? Девочки более трепетные там. Цензура просто. Они думают, типа, мы с девочками будем грубо. Ага. А вы нормально, да? Да. Футболисты на разминке обычно уже чувствуют, готовы они или нет. Ну, то есть там будешь ты в порядке или нет, то есть там мышцы в тонусе, получается. Вот ты сейчас себя как чувствуешь? Все нормально, да? А бывало так, что ты, допустим, получала травму на разминке уже? Да. Ребят, ну давайте колитесь. У футболистов перед выходом всегда есть какая-то традиция. Вы что делаете? Ну, на дорожку присядем. Дорожка — это в стиле Еременко. Настюша, у тебя специально сделано под твое ухо, да? Да, это заливается силиконом. Буквально сидишь там пару минуточек. И слепок прям подвернули. Можно сказать, что девушки-арбитры, они на силиконе. Да, получается так? Мне только на уши хватает. Честно скажите, кто использовал эту штуку как пенку для бритья в этот раз? Я. Нет, да? Извините, пожалуйста, товарищ инспектор, а у нас оценка сразу будет после игры, судя? Нет? До 18 вечера. До 18? Следующего дня. Ну, до завтра, ладно, потерь. Вы подмигнете хотя бы там, ну, нормально или там? Да? Обязательно, да? Настюш, у меня к тебе одна просьба. Да. Пожестче с ним. Хорошо. Прям забудь, что я есть. Хотя, конечно, ни одна женщина не может забыть. Тебя? Да, меня, что я был хотя бы минуту. Ну ты. Мы были на чемпионате мира в Уругвае, взяли свою коммуникацию, а она просто не работает там. Там, видимо, другой сигнал, какой-то волна, да. То есть я близко подбегаю к Кате, вроде ее слышу. Убегаем в другую половину, не слышу. То есть, видимо, частота тоже И своя. что делать? Все, мы возвращались, как по старинке судили. Переглядка, Ты как нож. Типа, да? Да. По старинке. Кстати, у меня в этом году юбилей. Я 10 лет международный арбитр. Это ведь не поп. А не повод ли нам отпраздновать? Монетка, свисток, карточки, спрей. Вы меня слышите, да? Да. Короче, мне поступило предложение стать судьей, но, естественно, я не смогу этого себе позволить, но... Ну, ты не сможешь только потому, что ты бородатый. Тебе нужно бриться. Прикиньте, я только сейчас понял, что реально ни одного бородатого судьи я не видел. Да. Но на самом деле, посмотри, все судьи. Да, все Премьер-лига, первая лига, вторая. Посмотри, он брился Ну, то 2 есть, часа назад. типа, короче, нужно быть прям эталоном, и судья выходит работать, все должно быть Ну, гладенько, то есть чисто. прическа, то есть вот этого не должно быть. Да, так что я тоже поприлась. Круто. Да? Серьезно? Блин, я знал, а. Хотел спросить, кстати. Сергей быстро Алиса менялась, но нам не сказали. 4 минуты. Кать, переживаешь? Нет, ну это немножечко эксайтинг каждый раз перед игрой. Это нормально. Давайте, минутная готовность. Девочки, мальчики, еще раз прошу вас помогать в сложных ситуациях, ну и в легких тоже. Я полностью рассчитываю на вашу помощь. Вы также рассчитываете на мою, если нужно. Переговорить всегда успеем, переглядеть. С первых минут все четко, жестко, если надо, где-то внушение, чтобы понимали, что у нас это не пройдет. Ну и, как всегда, получайте удовольствие. Если есть возможность, улыбайтесь. Это
наша работа, и мы ее любим. Еще раз удачи всем. И с Богом. У меня есть наушник, сейчас я буду вам все транслировать. Моя судейская бригада жмет руки. Буквально через несколько секунд начнется матч. Представляем составы играющих команд. Наши гости, команда «Локомотив Казанка», город Москва. Футбол прекрасный. Номер 91 Михаил, номер 81 Салахитдинов Камиль, номер 23 Лыжков. Матч обслуживает судейская бригада в составе. Главный судья Пустовойтова Анастасия, категория ФИФА, город Москва. Настя, абсолютно правильное решение, Настя. Пенальти был 100%. Так, ну что, 1-0 с пенальти. Я не знаю, как вам, но мне очень интересно слушать подсказки и разговоры арбитров. Это вообще что-то новое для меня, потому что это очень круто. Я не думал никогда, что так все устроено. Только что Чертанова сравняла счет 1-1. Пойду диктора сниму, а то обидится. Гол ворота «Локомотив Казан». Это игрок под номером 20 Молчанов Дмитрий. Так, ну что, счет 2-1. Локомотив только что забил. 7-й номер. Очень крутой пацан. Тугарев Роман. Счет в матче 2-1. Впереди команда «Локомотив Казан». 2-2. Вот вам и последнее место Чертанова, а? Вы рады? Очень. Настюш, молодец, правильное решение, Настюш. Просто 5 баллов.
Это очень круто. Слушай, ну молодец. Слушай, я такое удовольствие получаю. Все, добро пожаловать. Слушай, ну точка железная была. Бетонная. Железобетонная, да. Но ты слышала, да, я тебе 2 раза подсказал? То есть ты оба раза. Это твое решение. Че, устали? Встала? Нет, рабочий режим, все нормально. 83-й, 10-е и 3-й, 27-е. Не, ну 99-му я не могла дать, но там он реально ему прям сзади. Хоть этот игрок говорит, ладно, не давай ему. Я говорю, а ты сейчас травму получил, как бы ты мне сейчас говорил? Так мило с его стороны, не давай ему. Ну, мило, не мило. Я оценку получаю, не он. Пенальти ж было там? А представляешь, в Европе нам надо это все на английском. Да ладно, вы на английском шарашите там? Ну, естественно, у нас же один ассистент, второй Катя россиянка, второй румынка. Как же мы будем друг друга? Ну, а вот уже 5 километров, пожалуйста. 5 набегала, да? Да, вот. Продолжаем в том же духе, тем же настроением. Вроде ребята играют в футбол. С Богом. Нет, жена нет. А тебя после игры? Да. Замена. И у нас тройная, мы не торопимся.
России среди команд профессиональной футбольной лиги 2-го дивизиона зоны Запад между командами Чертанова-2 Москва. Ну, по свежим следам как? Устала? Со счетом 5-2 Ты умничка, я тобой горжусь, команда молодец. «Локомотив». Ты, конечно, поругался там немного? Немножечко. Молодец! Круто. В следующий раз задумайтесь, кричать ли судьям гадости, потому что вот эти девчонки реально в паридосе. По пятибалльной системе какая? 5, 4, 3, 2. Спасибо. Поздравляю. Слушайте, красавцы вообще. А сейчас что мы делаем после игры уже? Выполняем протокол. Так, результат у нас 5-2. Ну, слушай, давай покажем, сколько ты пробежал-то. 270%. 8 километров, 910 метров. Зона ЧСС, 5-я экстремальная, 13 минут. Ты что, на максимум 13 минут пробежал? Да. Устала? Нет, нормально. Адреналинчик. Спасибо, кто-нибудь сказал за работу, нет? Да, вот ребята трое. А ребята футболисты? Да, из Казанки. А кто-нибудь из Чертанова кто поиграл, сказал спасибо? Нет, да? Какой план? Завтра, скорее всего, сауна. Послезавтра точно выходной, потому что на этой неделе у нас еще не было выходного. В понедельник я улетаю в Голландию. А что там? Резервные будут. Товарищеская игра Голландия-Мексика в преддверии чемпионата мира с варами. Слушай, ну ты прям с вещами моешься. Ну а что я говорю? Ну когда женская раздевалка, мы в полотенчиках выбегаем. Открой меня камеру, а потом откроешь. Какая оценка считается прям топ? Ожидаемый уровень судейства 8-3-8-4. Ну, это надо рассказывать. Ну, если интересно, она нормальная? Настя, ты живая, Настя? Настя, все нормально, Настя? А, душа. Все нормально. Мы выключаем Ощущение камеру. хорошее, но я обязан просмотреть запись, посмотреть моменты и потом уже выставлять окончательную оценку. А оценку я никому не должен говорить вообще. Все серьезно, все серьезно. Ну что, погнали домой? Погнали домой. Давайте, погнали. Заработали по 10 тысяч, можно идти домой. Не, они меньше. Как Он меньше? 870, а мы по 5220. 870 рублей? 1000 минус 13%. Подожди, ну бутерброды не думаю. А вы сколько? 5220. Вот почему я стала главным арбитром. Господи. На позитивной ноте заканчиваем этот выпуск. Все. Ну что, друзья, если вам понравилось это видео про российских судей, про девочку, которая просто на поле как тигр бьется за правду, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить самый свежий выпуск. Подписывайтесь на мой твиттер, группу ВКонтакте и Инстаграм. Это Красава, двигаемся дальше. Красава!